Нам надо вон туда, на тот конец Черного моря. Сделаем симсалабим, попрыгнем. Оп! В этом видео я сравню жизнь в Болгарии и в Грузии. Сейчас мы живем в Грузии уже больше 5 лет. До этого мы жили в Болгарии больше 3 лет. И, собственно, это не означает, что в Болгарии нет никаких преимуществ. Я сейчас иду по улице Варны. Мы переместились сюда на отдых. Я расскажу, чем отличается жизнь, сравню цены, покажу конкретные примеры того, как люди справляются со своими бытовыми нуждами в Болгарии и в Грузии. Где что лучше, где что хуже, наверное, каждый пусть выберет сам. Я покажу это, скорее всего, как особенности. И это будет достаточно информативно. Я сейчас иду по одной из центральных улиц Варны. Времени у нас 9:52 утра. Сегодня воскресенье, но народу достаточно много. И первое сравнение, наверное, будет как раз таки, как экспату попасть в Грузию, как экспату попасть в Болгарию. А с Болгарией все достаточно сложно. То есть, если для того, чтобы попасть в Грузию, достаточно загранпаспорта, и Грузия принимает более 180 стран мира, и можно жить практически год, потом один раз выехав за пределы Грузии и обратно вернувшись в тот же день, то в Болгарии заморочек все-таки с постоянным пребыванием гораздо больше. Чтобы попасть в Варну, Софию или Бургас, нужно получить для начала визу. Визу, кстати, туристическую получать не очень трудно. Виза С получается довольно быстро и выдают ее везде. И даже в Грузии, не имея ВНЖ, можно получить болгарскую визу. Но только С, только туристическую. Она выдается в консульстве в Тбилиси. Но для того, чтобы пребывать здесь постоянно, нужно получать визу Д, которая потом обменивается на ВНЖ. С визой Д не все так просто, ее нужно получать исключительно в консульской службе Болгарии в вашей стране, то есть в той стране, где человек является гражданином, либо у человека есть ВНЖ. Поэтому с этим определенная бюрократия возникает. И для получения визы Д нужно обязательно иметь некоторые основания. Оснований достаточно много, я не спорю, ко всему этому прочему нужно добавить страховку, и получается сначала нужно вернуться в страну гражданином, либо ВНЖшником, который вы являетесь, получить там визу Д и по приезде сюда обменять ее на вид на жительство. Эта процедура, я не скажу, что очень сложная, но на нее нужно тратить время каждый год. Каждый год нужно это ВНЖ обновлять. И получается, что человек тратит достаточно много времени на то, чтобы просто легализовать свой статус пребывания в стране, по сравнению с тем, что, допустим, в Грузии вообще ничего не надо, только заграничный паспорт. Зато вот из плюса на переходах практически везде в Болгарии пропускают. И всегда так было. То есть тут культура вождения более такая лайтовая, несмотря на то, что Варна в 3 раза больше, чем город Батуми. Следующее, с чем сталкивается экспат после переезда, это поиск жилья на постоянной основе. И Батуми, и Варна, Батуми находится в Грузии, а Варна находится в Болгарии, оба этих города являются прибрежными и туристическими. Но Батуми находится на, скажем так, ветке развития, а Варна все-таки она такая более устоявшаяся. Она в 3 раза больше по размеру, во-первых, и здесь гораздо больше старых домов, то есть тут жилищный фонд весь очень и очень старый. При этом ценники, я не скажу, что на аренду тут дешевле. Если верить Airbnb и Booking, то арендовать тут гораздо дороже. Я не буду голословным, и сейчас вставлю в видео просто скриншоты первичной выдачи Booking и Airbnb, чтобы сравнить цены.
При этом я не могу сказать, что уровни отелей, которые есть в Варне, почему я их знаю и в Болгарии, и в Грузии, потому что я и там достаточно долго жил. В принципе, самое крутое, наверное, что есть в Варне, это Golden Tulip, либо отель, который находится на пешеходной улице. Я сейчас до него дойду. Так вот, вопросы с арендой решаются в Грузии с помощью сайта myhome.g, там практически все объявления находятся. И есть еще сайт sakme.g, я вставлю тоже название этих сайтов в это видео. А в Болгарии основной сайт для аренды недвижимости это imot.bg, есть еще такой сайт объявлений allo.bg, и там, в принципе, ищется долгосрочная и краткосрочная аренда. Как правило, сдают ее агенты, агенты просят 3 месяца минимум оплаты, с первый и последний обязательно это как минимум. Все это, конечно, весело и здорово, но если в Грузии мы фактически можем найти собственника очень быстро, потому что они там на том же самом MyHome публикуются, то в Болгарии большинство вот этой всей истории делается через агентов. Агенты эти прекрасно будут говорить на русском языке и пытаться сдать, как бы получить максимум денег за аренду с человека, то есть рассказывая истории про то, что за 3 месяца не меньше и так далее и тому подобное. Но фактически это зависит от конкретного агентства, то есть кто как работает. Поскольку мы в Варне по-своему местные, там, здесь у нас очень много друзей осталось, и здесь же живет наша мама, то и агент у нас был свой, то есть, как выяснилось, девочка, с которой я работал в недвижимости еще 10 лет назад, она сейчас стала директором небольшого агентства, поэтому нам, в принципе, подогнали квартиру по цене дешевле рыночной, но при этом я не могу сказать, что это суперкомфортная квартира, и дешевле рыночной это все равно подороже того, что мы снимали в сезон в Грузии, пока у нас шел ремонт, просто жена у меня арендовала квартиру, и, соответственно, мы тоже платили аренду. Так вот, в Грузии за $800 мы арендовали не очень хорошую однокомнатную квартиру в 200 метрах от моря. Сейчас мы за те же самые $800 арендуем через знакомых квартиру в где-то километр, наверное, 1,5-2. То есть, по Варне, конечно, приятно гулять, но тем не менее, это 1,5-2 километра от моря, это тоже далеко не новая квартира, и, в принципе, все предложения, которые выше по рынку, то есть обычные, нормальные, они стоят дороже. То есть, если мы откроем Booking, если мы откроем Airbnb, то там за $1500 можно снимать, какую-то совсем зачуханную квартирку в старом городе, в Грецком Махале. И в Варне, и в Бургасе климат по суше. Если мы сравниваем именно с побережьем Грузии. То есть Аджария, она более влажная. Варну я очень люблю за размеренный такой образ жизни. То есть все куда-то движутся, но никуда особо не торопятся. Здесь не так много туристов. Хотя вот в Батуми на самом деле тоже был гораздо потише до 2022 года. Сейчас этот бешеный всплеск тоже постепенно начинает оседать и тоже становится более-менее тихо. Вот, спасибо, что пропускают меня на пешеходном переходе. Улицы в Варне, опять же, шире батумских, но это и ясно, потому что город в 3 раза больше по размеру, чем Батуми. Здесь меньше собак на квадратный метр площади, здесь больше кошек и меньше собачьих мин. Сейчас я уже уезжал из Батуми, появлялись предложения однокомнатных квартир за 600, условно говоря, долларов. Примерно на расстоянии гораздо более близком к морю, чем то, что мы сейчас снимаем за 800. А есть еще одна особенность, это оплата коммунальных платежей. Коммуналка в Грузии значительно, об этом мы еще подробно поговорим, скорее всего, с кем-то из экспатов, я сделаю интервью, и оно скоро появится на канале. Но коммуналка в Болгарии однозначно значительно дороже, чем в Грузии. И, что еще очень важно, здесь нет газификации. Соответственно, отопление в большинстве домов происходит при помощи кондиционеров. Это все тоже отражается на счетах за электричество. Электричество базово само по себе дороже, а еще если им нормально топить квартиру, то выходит совсем дорого. Что характерно, мы жили в Варне на постоянной основе до 2014 года, потом приезжали сюда в году 17 или 18. И фактически все те заведения, в которые мы ходили здесь,
они здесь все те же, остались на том же самом месте. Но процентов 10, может быть, изменилось. Здесь практически ничего не меняется. Не меняется ни, как бы, ну, ни сам ни облик города, не меняется, ничего не меняется. То есть город как будто находится в каком-то, ну, застыл в какой-то единой форме. Это, с одной стороны, очень здорово, но с другой стороны, все-таки современные тенденции никто не отменил. В социальном плане, из того, что я вот не видел больше нигде, и даже в Болгарии этого не видел, была очень интересная история. Мы зашли в магазин, в супермаркет возле дома, и там, значит, фотографии с камер людей, которые крадут в супермаркете, их фотографируют на эти камеры, которые стоят в магазине, и потом просто вывешивают на доску позора с надписью там «Это того не стоит, пожалуйста, не воруйте в магазинах». Мне кажется, это очень действенное средство борьбы с теми, кто крадет в магазинах. Другая достаточно необычная традиция в Болгарии, и тоже я этого, в принципе, больше нигде не встречал, вывешивают портреты умерших людей внутри жилых домов, собственно, где они жили. И в каждом доме есть такая, значит, ну, такое табло, на котором, собственно, развешиваются портреты всех, кто жил. То есть жильцы после смерти, они из дома не уходят, они остаются в нем жить. Вот я сейчас прохожу мимо ресторана Happy, и, кстати, могу сказать, что в 2017 году, когда мы были в Болгарии, ценник по коэффициенту отличался от Грузии примерно в 1,5 раза в большую сторону, в сторону Болгарии. Сейчас ценник в ресторане, вот мы вчера здесь поели и еще пару раз кушали, по ощущениям, ну, нужно еще, конечно, сравнить все чеки между собой, по ощущениям стоимость вот именно продуктов питания, стоимость питания в ресторанах примерно сейчас такая же, как в Батуми. А Тбилиси у нас все-таки отличается в 1,5 раза от Батуми. То есть, если мы сравниваем Варну и Тбилиси, то Тбилиси дороже сейчас, а Батуми стоит примерно столько же. В отличие от Батуми, Варна все-таки более такая, ну, как бы пологая. Она спускается к морю, и фактически подниматься от моря уже потяжелее. Но это не как в Сочи, вот эти горы, по которым нужно прям прыгать и скакать. Все-таки в Варне более пологий спуск к морю, гораздо более пологий, чем в Сочи, но Батуми в этом отношении лучше, потому что он вообще абсолютно ровный. То есть там подъемов практически нет, там только Батум-гора, которая находится уже там за 3-й линией. И в Варне и в Бургасе, я напомню, что я сейчас иду по Варне, есть огромный Приморский парк. Этот Приморский парк ему уже там чуть ли не сотни лет. В Батуми это Батумский бульвар, ему тоже там больше 100 лет. Варнинский Приморский парк однозначно шире по размеру, но по длине Батумский бульвар, если я не ошибаюсь, около 8 километров. Но опять же, я напомню, что Батуми в 3 раза меньше по народонаселению, и по плотности он гораздо более плотно избитый. Из минусов там, конечно же, больше проблем с трафиком, то есть там более загруженные дороги сейчас в особенности, а в Варне более свободное движение. Варну гораздо больше любят люди более старшего возраста. Батуми сейчас привлекательно более молодых, потому что там гораздо больше возможностей для работы. Город активно развивается, и, соответственно, там очень сильно востребованы все строительные профессии, какие только есть, все примыкающие к продажам недвижимости профессии, то есть риэлтор, агенты и так далее. В Варне, как в любом курортном городе, конечно, тоже торговля недвижимостью идет, и даже я могу сказать, что я сам работал в этой сфере больше 10 лет назад, но смысл такой, что все-таки более активный спрос на строительство. И все, что с этим связано, он находится в Батуми. Поэтому, естественно, он привлекает гораздо больше молодых людей. Варна 100% выигрывает у Батуми, ну и Бургас, соответственно, тоже, и у Батуми, и у окрестностей, за счет того, что в Болгарии практически везде песчаные пляжи. Песок лучше гальки, с этим, ну, я думаю, что мало кто будет спорить. И здесь городской пляж, соответственно, везде практически мелкий песочек. Честно говоря, когда ты экспат, через год, через два это перестает быть принципиальной разницей. Но когда ты начинаешь только-только переезжаешь, соответственно,
Пляжи — это святое. Степень загруженности и городского пляжа, и всех остальных в Болгарии в сезон однозначно выше, то есть менее комфортно можно расположиться, но я думаю, что сейчас видно. У меня же на канале есть видео с дрона, пролетая над Батуми, поскольку там практически весь город является приморской полосой, то там, соответственно, можно гораздо более комфортно расположиться на городском пляже. Как в Болгарии, так и в Грузии практически, ну, наверное, большая часть населения свободно говорит и понимает русский язык, поэтому если вы говорите по-русски, то вам будет и там, и тут достаточно комфортно. Единственное, что болгарский язык, он гораздо ближе к русскому языку, поэтому выучить его гораздо легче, естественно, чем грузинский. У них такая же кириллица, алфавит. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow. Как в Болгарии, так и в Грузии значительная часть молодого населения уезжает на заработки в Европу. Если грузины любят, допустим, в большей степени Италию, то в Болгарии популярностью пользуются Германия и Франция. Так вот, суть-то, собственно, в чем? В том, что если ехать сюда жить именно с точки зрения заполнения рабочих профессий, то есть там официанты и все остальное, то это исключительно так называемые дуеры. Люди, которые, этому термину, кстати, у Лены научился, это люди, которые работают руками, то есть смысл тут, ничего особо много не заработать. Сюда надо ехать с удаленной работой, скорее всего, либо организовывать уже какое-то мероприятие, связанное с малым бизнесом, либо с какой-то уникальной профессией. Примерно то же самое происходит, допустим, и в Туркменистане, про который я делал не так давно репортаж, сравнивая Туркмению и Грузию. Из Туркмении, допустим, в большей степени люди любят ехать на Кипр и в Турцию. Но это совершенно не означает, что в Туркмении или в Грузии или в Болгарии все как-то, там плохо, депрессивно и так далее. Здесь просто меньше возможностей. 5 секунд. Ты вообще здесь за мой это блога. Много благодаря. Кстати, вот, например, в Болгарии полицейские совершенно не отказались, то есть разрешили себя снимать. В Грузии полицию снимать запрещено, и они об этом заранее предупреждают. Но все-таки, возвращаясь к тому, что молодежь уезжает на заработки в другие страны, это происходит практически в каждой стране. Смысл, на самом деле, это не означает, что в Грузии, в Болгарии, либо там в моей родной Туркмении все так плохо. Это означает только одно, что в других странах более развитая экономика, и люди там зарабатывают сравнительно большие деньги, как им кажется. Но у них и траты возрастают, соответственно, в пропорции. Поэтому, живя там и зарабатывая там больше, они потребляют примерно на те же самые объемы. Но единственное, что можно приехать в свою родную страну, потом с теми деньгами, которые ты заработал где-то, и чувствовать там себя королем. Самое сложное в любой новой стране при переезде — это, конечно же, получить некий стабильный источник дохода. Поэтому, как правило, лучше всего обустраиваются на новом месте люди, у которых есть удаленная работа и в Грузии, и в Болгарии. Но фактически работу на месте тоже получить можно. Единственное, что очень многие люди недооценивают, что для того, чтобы получить работу на месте, нужно знать все-таки локальный язык. В Болгарии это болгарский, в Грузии это грузинский. Без знания локального языка первые, как минимум, полгода-год будет достаточно тяжело, потому что никому такой сотрудник не нужен, который не говорит на местном языке. В таких сферах, как туризм и продажа недвижимости иностранцев, где, грубо говоря, вся работа строится на знании конкретного языка, а это именно все-таки либо русский, либо английский, с этим проблем особо нет. Но фактически, если работа идет хоть сколько-то на внутренний рынок, а в любом случае любой рынок услуг предполагает как минимум 50% рынка, сделанного на тех людей, которые живут. То есть нужно знание грузинского и болгарского как минимум для того, чтобы 50% людей, которые с вами контактируют, могли свободно общаться. Поэтому работодатель, естественно, будет брать всегда человека, который говорит как минимум на одном иностранном языке и более-менее знает локальный.
Продолжение темы, где селиться в Варне, где селиться в Батуми. Как я уже сказал, в Батуми у нас, в принципе, история достаточно простая, он везде пологий, а в Варне все-таки, не дай бог, поселиться в районе, называемом Бриз, верхняя часть. Есть так называемый Приморский, дорога, которая разделяет Приморский парк и, собственно, всю остальную Варну. И вот та часть Бриза, которая находится над ней, над Пикадилли парком, она достаточно гористая. И там нужно, как и в Сочи, обладать дыхалкой альпиниста, чтобы перемещаться внутри района. Это не очень комфортно, особенно людям, которые там старше 40 лет. Поэтому, несмотря на то, что там потенциально, если смотреть по карте, это может быть выглядеть достаточно близко к морю, кроме как на автомобиле и на каких-то других транспортных средствах, перемещаться там будет просто некомфортно. Я собираюсь сделать несколько обзоров объектов недвижимости, строящихся в городе Варне, чтобы сравнить цены с батумскими, но я думаю, что этому будет посвящено отдельно взятое видео. А видео с обзорами новостроек Грузии и Батуми можно посмотреть на канале, их там достаточно много. И еще один такой очень важный момент, он в менталитете практически большинства людей, которые живут в странах бывшего Советского Союза, либо родились и выросли в Советском Союзе. А если что-то покупать, нужно обязательно покупать, иметь полную стоимость. Это совершенно неверно. Во всем развитом мире работают рассрочки, работают ипотеки, работают кредиты. Это гораздо выгоднее, во-первых, потому что у нас меньше рисков появляется в процессе того, что стройка превратится в долгострой. Во-вторых, сумму можно растянуть на значительный период времени. А если случится какой-то бешеный рост инфляции, то, грубо говоря, те самые $100, которые мы начинали платить, допустим, в 2017 году, к сегодняшнему дню они имеют уже гораздо меньшую ценность, чем они имели тогда. Поэтому самый нормальный, самый правильный вариант — это всегда узнавать у застройщика про рассрочку и, соответственно, рассрочку эту брать на максимальный период времени. Это как минимум снижает риски вложения всей суммы денег, это защищает, вернее, наоборот, инфляция начинает в этот момент работать на человека, который эти деньги вложил, и против человека, который строит, по сути, ну, и либо требовать какую-то имеющую смысл скидку. Но, как правило, застройщики больших скидок при полной сумме не дают. Гораздо выгоднее взять рассрочку беспроцентную и платить ее максимально длинное время. За это время, пока жилье строится, можно, во-первых, наведаться в эту страну несколько раз, попробовать пожить на аренде и понять, твое это не твое. И в крайнем случае, если там через 1,5-2 года станет понятно, что жить тут совершенно не хочется, эту недвижимость можно продать с небольшой наценкой. Как правило, объект набирает от 50 до 150% к своей стоимости с момента котлована. Ну и даже фактически немножечко на этом заработать. Плюс платежи, естественно, растягиваются по времени, и это не так больно, как платить единоразовую сумму. Еще одна особенность проживания в Грузии и в Болгарии заключается в так называемой махровой бюрократии. Болгария очень бюрократичная. В Грузии все вот эти институты, которые связаны с человеком, обществом и государством, они минимизированы. То есть фактически, проживая в Грузии, ты тратишь минимальное количество времени на то, чтобы взаимодействовать с государством. А в Болгарии это все бележка на бележке на бележке. Начиная с процесса оформления вида на жительство, заканчивая, собственно, любым действием в банке, либо еще где-то. Да, на это тратится не настолько много времени, чтобы это было смертельно плохо, но, в принципе, даже там оформление какое-то, оно занимает время. А когда оно занимает достаточно много времени, на это тратится, ну, для меня лично, моя жизнь, и я прям очень сильно не люблю всю эту бюрократию. В этом отношении Грузия в 1000 раз проще. После того, как человек приехал и обустроился на новом месте, соответственно, ему нужно начать работать. Как это происходит в Грузии? В Грузии ты идешь в Дом юстиции, платишь 50 лар и регистрируешь индивидуального предпринимателя. Как индивидуальный предприниматель ты платишь 1%, и оборот у тебя в год может быть до 100 тысяч ларей. Это примерно до 40 тысяч долларов. Для того, чтобы обычному человеку базово оказывать свои услуги, этого более чем достаточно. Возможностей для реализации своих услуг внутри Грузии сейчас гораздо больше. В Болгарии с этим сложнее, то есть надо регистрировать ЕООД, брать бухгалтера, платить налоги, налогов гораздо больше, и сдавать отчеты, иметь бухгалтера. То есть это все тоже как бы проходимо, и мы все тоже это делали, но в Грузии, я говорю, этот процесс регистрации занимает считанные минуты. В Болгарии это все-таки гораздо дольше, потому что нужно приходить к бухгалтеру, чтобы она оформляла отчеты, сдавала, потом приходить, чтобы она их подписывала. Это тоже сложнее.
Для сравнения, в Туркменистане, конечно, это все еще гораздо более бюрократично, чем в Болгарии, но, скажем так, там, где максимально просто, почему бы там, собственно, изначально и не жить. Важная тема, которая появилась в 2022 году, это притеснение за, условно говоря, притеснение русских или притеснение русскоговорящих. Фактически я не знаю, как отличить русского от украинца, либо от русскоговорящего жителя какой-то бывшей Советской Республики. Поэтому как физически осуществлять это притеснение, Бог его знает. В любой стране, будь то Болгария, будь то Грузия, будь то еще где-то. В интернетах, естественно, все муссируется, в основном связано именно как раз с этим, но по факту жизни я не могу сказать, что я с этим физически сталкивался. Скорее всего, какие-то перегибы на местах бывают, и люди, у которых как бы, есть некоторые отклонения на эту тему политическую, они где-то в себя проявляют, и какие-то бытовые конфликты у кого-то случаются, но по факту, если ты в это не лезешь, то, скорее всего, и нет. Очень важно был какой-то комментарий под видео, я очень его ценю, когда человек написал, что если ты ищешь в каком-то месте грязь, то ты как муха будешь рассказывать про вот оно, да, как бы. А если ты хочешь жить как бабочка, то ты, собственно, находишь для себя цветы. Собственно, кто что ищет, тот для себя то и найдет. И фактически и то можно найти в любой стране мира. Главное постараться поискать. Что еще очень важно, это, грубо говоря, медицина, да, какая-то уровень оказания медицинских услуг. Как и везде, есть государственные клиники, есть частные. В частных это осуществляется на уровне выше, но что в Грузии, что в Болгарии, фактически лечение происходит на уровне залечивания симптомов и не нахождения причин. Это очень трудно найти именно врача в любой стране мира, который изначально займется именно излечением причины и полностью тебя вылечит от заболевания, а не назначит тебе курс, который подавит какие-то симптомы текущей проблемы. Мы достаточно здоровый образ жизни ведем, и, в принципе, не часто обращаемся к врачам, но основная история — это, скорее всего, стоматологи. Вот. И своего стоматолога в Батуми мы нашли. Я уже больше никому не даю его контактов, потому что к нему невозможно записаться в ближайшие 2 месяца. И это очень сильно бьет уже по нам. Ну а чтобы найти своего стоматолога в Батуми, мне пришлось пройти 2 не тех стоматологов, которые меня прям сотворили что-то неприличное, и найти только 3-го нормального. В Болгарии, когда мы лечили зубы, тоже я не могу сказать, что прям это все было шикарно, идеально или на порядок выше. Наверное, стоматологи хорошие были на Кипре, потому что там они более лицензированные были, там они учились в Англии. А где лучше с детьми, в Болгарии или в Грузии? Вот тут тоже трудно сказать, где лучше. На самом деле и в Батуми, и в Варне, и грузины, и болгары очень любят детей. Очень их балуют, и на самом деле, может быть, их не стоило бы так сильно баловать, но они их все-таки балуют. Вот, поэтому, наверное, с детьми хорошо и там, и там. И там есть частные детские садики, куда ребенка можно устроить, даже если он изначально говорит только на русском языке. И там можно устроить ребенка в школу. कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधी सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधी सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। Как я уже сказал, прибрежная зона несколько отличается у Варны и Батуми, но она отличается не только в пользу ширины Приморского парка в Варне, но еще и в пользу того, что набережная на Варне находится внизу, и фактически на нее нужно спускаться либо через центральный спуск, а сам парк находится как бы на возвышении над морем, причем высота достаточно приличная, примерно этажей, наверное, 20. Вот, поэтому, гуляя по парку, спуститься к пляжу можно далеко не везде.
В Варне очень везет в отношении того, что деньги на ряд инфраструктурных проектов выделяет Евросоюз, и они вносят примерно там от 20 до 30% на каждую вот такую спортивную площадку. Остальное дает Евросоюз на развитие инфраструктуры. Грузии приходится справляться большей частью самостоятельно. То есть им тоже какие-то деньги выделяются, но не настолько масштабные и не настолько их много выделяется, как их выделяется, допустим, именно на Болгарию. При этом, что в Болгарии, что в Грузии нет какого-то своего собственного огромного источника природных ископаемых, которые можно продавать, и просто за счет того, что не сильно разворовываются средства, фактически все они идут на то, чтобы поддерживать, в общем-то, инфраструктуру в каком-то приличном виде. Хотя в Болгарии инфраструктура все-таки, я был в Варне, Бургасе, в Софии, она внутри более уставшая, чем в Тбилиси, и Батуми, и Кутаиси. То есть там более разбитые дороги во дворах, хотя и там стараются, то есть там и там они основные улицы городов все-таки делают достаточно комфортными и хорошие дороги, но все, что находится внутри, на придомовых территориях, оно находится в очень печальном состоянии. Еще одна особенность как Болгарии, так и Грузии, это, наверное, скорее всего особенности менталитета, и в этом они совпадают, отсутствие стремления к зарабатыванию денег. Фактически здесь это не развито ни в Болгарии, ни в Грузии, поэтому ничего не делается, с одной стороны, бесплатно, конечно, но с другой стороны, сказать, чтобы это делалось ради денег, ну, как бы нет. Это, с одной стороны, приятно, потому что люди, ну, такие менее коммерциализованные, чем, допустим, если сравнивать это с той же самой Россией, но, с другой стороны, уровень сервиса местами значительно хромает. Что там, что там. Еще одна важная штука, с которой не очень хотят мириться большинство экспатов, но, тем не менее, фактически переезжая из той страны, где все говорили на одном с вами языке, и переезжая на новое место, лучшим способом нахождения источника заработка станет организация какой-то новой профессии, которая едва-едва только появилась, и она будет максимально востребована, и благодаря этому, грубо говоря, с незнанием языка можно будет это его преодолевать именно своим уровнем компетенции. Как правило, такие профессии появляются каждый день, то есть в момент, допустим, когда мы переезжали в Болгарию, только-только появлялись социальные сети, только-только появлялся маркетинг именно с интернетом связанный, и тогда это очень помогало жить. После этого работа на бирже, она, в принципе, тоже достаточно интересна и приносит определенный капитал. Но фактически каждый раз, входя в новую профессию, приходится очень много учиться, но становиться конкурентоспособным на новом месте с локальными жителями. То есть можно конкурировать спокойно с местными. Как изобрести такую новую профессию, на самом деле не очень трудно. Если постоянно читать и развивать свой кругозор и иметь какую-то изначально базовую профессию, то всегда можно придумать какую-то смежную с ней. Она будет либо более нишевая, либо она будет более, наоборот, всеобъемлющая и собирающая. То есть, если мы говорим про тот же самый маркетинг, то история стала очень популярной именно благодаря тому, что появились люди, которые могли сразу взять все источники управления рекламой и не трясти со своего потенциального работодателя деньги, а самим вкладываться в рекламу каких-то бизнесов, и эти бизнесы начинали преуспевать. И, в принципе, такая модель до сих пор еще работает. Ну, а если вы трейдер и, собственно, извлекаете деньги из финансовых рынков, то, по большому счету, без разницы, где жить, нужен только стабильный, качественный интернет. Стабильный, качественный интернет есть и в Болгарии, и в Грузии, но, опять же, смотря что мы называем стабильным и качественным. 30 мегабит в секунду – это вполне нормально для того, чтобы любой человек отправлял свои базовые потребности. Если кому-то нужен больший по объему трафик, то, скорее всего, и в Болгарии, и в Грузии с этим будут проблемы. То есть до 50 нормально, но, допустим, такой скорости, как гигабит, как в Москве, ее практически нет. Она очень редко кому нужна, и даже людям удаленной профессии, но, тем не менее, она тоже бывает нужна.
Поскольку я сейчас подхожу к торговому центру Пикадилли Парк в Варне, то нужно упомянуть, что если сравнивать, опять же, Варну и Батуми, ну или, опять же, Болгарию и Грузию, то шоппинг-центров в Тбилиси и Софии примерно поровну, а вот, естественно, Варна, поскольку она больше по размеру, здесь гораздо больше торговых центров. Они гораздо больше по размеру, и поэтому шоппинг тут однозначно гораздо более богатый, хотя, в принципе, и Болгария, и Грузия находятся, по сути, по разные стороны от такого крупного транспортного и производственного хаба, как Турция. Естественно, большая часть товаров здесь ведется именно отсюда. Но в Болгарию залетает больше европейских товаров за счет того, что она все-таки ближе к Европе, чем Грузия. И товарные линейки здесь более широкие, и здесь больше товаров более дорогих по цене.